Сегодня мы разберем охуенную 405 главу моей геройской академии, в которой помимо эпического сражения, самое главное это то, что мы увидели искреннюю улыбку Бакуга, и это просто бесценно. Вдобавок, наконец-то расшифровываются послания автора с фигурированием ветра. Демонстрация беспокойства все за одного. Нет, он действительно сильно напрягся. Однако на деле антагонист оказывается не такой уж и глупый, и это радует. Так что погнали разбирать эту прекрасную главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 405 глава моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выход 405 главы. После фееричного спасения всемогущего из рук злодея, нам показывают шок главных фигурантов всего действия. Ошеломленного Тошинори, который даже не надеялся на свое спасение, веря в правдивость пророчества Ночноглаза. Шокированного Томуру, который был уверен, что его учитель прикончит надежду всего мира. Озлобленного антагониста, у которого отобрали его любимую игрушку. И радостного Мидорию, который уже начал впадать в отчаяние, видя как образ всемогущего начал проявляться внутри сознания одного за всех, обозначающую его гибель. Ну и как же без главной фигуры Бакуга, единственного, кто в силу обстоятельств смог прийти выручать своего истинного героя. И в этот миг, буквально на долю секунды, внутри своего сознания всемогущий встретился с Ночноглазом. Изначально я подумал, что к нему явился призрак бывшего товарища, но после сам Тошинори признался нам, что это была одна из его многочисленных иллюзий, которых он сам якобы заставлял говорить. Разговор же этот был о судьбе всемогущего, который спрашивал своего погибшего товарища, разве это не то место, где по предсказаниям он должен был погибнуть. Ночноглаз же подтверждает, что это было именно то самое место его жестокой гибели, и именно в этом моменте, взявшись за горло антагониста, мечты всемогущего и должны были обрушиться. Но судьба была изменена, и Яги выжил, а значит и его обещание Изуку все еще остается в силе. Всемогущий даже шутить начал, говоря, что разве роль учителя не заключается в том, чтобы умереть и передать свою идею ученикам. Однако Ночноглаз возразил, поскольку это всего лишь был архетип героев из комикса. А вот только всемогущий является не только героем, но и человеком, а поэтому и просто так его нельзя было убить. Далее мы возвращаемся в реальность, где видим мчащихся на огромной скорости Бакуга и Тошинори, которые вскоре жестко приземлились на крышу одного из поблизости зданий. Люди, смотревшие трансляцию этого сражения, были шокированы, что кто-то все-таки смог спасти всемогущего. Но не все знали, кто же был этим спасителем, еще и со взрывной причудой. Кто-то припоминал, что именно этого парня и похитила Лига Злодеев, а кто-то помнил его еще со спортивного праздника, вот только имени его так никто и не запомнил. И лишь только Махоро с Кацумой воскликнули, что это был именно Кацуки Бакуга. Однако без вопросов, это конечно круто, но вы только посмотрите на реакцию полицейского, который до недавнего времени буквально молился, чтобы кто-нибудь спас всемогущего. И сейчас из его глаз выступают слезы счастья. Не знаю как вам, но смотря именно на его реакцию спасения всемогущего, на душе становится так радостно, что невольно тоже хочется заплакать. Да и в целом эмоции зашкаливают, ведь тут Бакуга, который целый год реального времени находился в предсмертном состоянии, и за его жизнь боролся другой профессиональный герой, а тут уже он сам спасает жизнь, и не абы кому, а героя, который является для него кумиром. Видя, в каком сейчас состоянии был его ученик, Тошинори поинтересовался, как сейчас себя чувствовал Бакуга, хотя именно такой же вопрос
хотел задать всемогущему и сам Кацуки. Но тут он внезапно начал блевать кровью, и я аж начал переживать, думая, что ему вновь угрожает опасность умереть. Но на деле оказалось, что это был рук меткого стрелка, который перед своим выходом из тела Бакуга заставил его выплюнуть скопившуюся в его легких кровь. И оказывается, Камихара все-таки выжил, но от его тела мало что осталось, поскольку на то, чтобы сшить поврежденные ткани, органы, кости, ему пришлось лишиться большей части своего тела. Хоть профессиональный герой и помог Бакуга, но на деле он не вылечил его, а лишь сшил все поврежденные ткани и кости, а поэтому каждый сделанный вдох будет подобен адским мукам. Да и в целом двигаться в этом состоянии было нежелательно, ибо ранее уже было сказано, что раны Кацуки были не заживлены, а просто сшиты. Спасая Бакуга, меткому стрелку пришлось отдать большую часть своего тела. Вот только даже так, поддерживая работу легких, он все еще не приходил в сознание. После чего Камихаре было замечено нечто в теле юного героя, проникшее в его кровеносную систему. И это были капельки пота Бакуга. Так что то, что пробудило его, была собственная причуда Кацуки, которую он развил. Ибо когда сила меткого стрелка была на исходе, именно взрыв тех самых капелек в кровеносной системе сумели запустить сердце Бакуга. Сам же Кацуки был благодарен сенпаю за спасенную жизнь, но сейчас его больше волновало, кто же был тем светящимся ребенком, который хотел убить всемогущего. Изначально он подумал, что это был ВЗО, и учитель подтвердил его догадку. После чего Тошинори просит Бакуга протянуть ему руку, поскольку на его тело все еще действует причуда, украденная у Акагура. А нужно это было для того, чтобы передать перчатку бог смертоносных взрывов динамит с бронированного костюма. Ибо хоть она и утратила свою функциональность, но она по крайней мере послужит Кацуки шиной, поддерживая его израненную руку. И вы только посмотрите на эту искреннюю улыбку Бакуга. Он счастлив был получить что-нибудь от своего кумира. К тому же эта перчатка была названа как раз таки в честь самого Бакуга. Далее же повествование резко переходит к обозленному ВЗО, кровь которого прям закипала от ярости, поскольку какой-то школьник посмел провести его вокруг пальца в такой значимый момент. Но несмотря на это, он все же решает сперва завладеть причудой одного за всех, отобрав ее у Деку. А для этого ему нужно передать Томуре причуду своего основного тела и как-то завладеть чрезмерно сильным духом Томуры. И все бы прошло гораздо проще, если бы его дух получил контроль над волей Шигараки с самого начала. Но, как видим, этого не произошло. После чего антагонист, вспоминая героическое сопротивление Топ-Джинса, меткого стрелка, Микура, Большой Тройки, Инасы, Кэмми, Леди Горы, Шинца, Минеты, Старателя, Ястреба, Джира, Такаями и беспричудного всемогущего, он начал задаваться вопросом, почему же все идет не так, как он планировал. Говорят, что ветер должен был дуть в его сторону, тем самым дав нам наконец-таки объяснение фраз, связанных с ветром. После чего, пока ВЗО психовал, его тут же атакует Бакуга, подорвав его неимоверно мощным взрывом, спустив с небес на землю, заявив, что раз он с этим не смог справиться один за всех, тогда финальным боссом для ВЗО станет сам Бакуга. И я не могу, как же хорошо выглядит эта глава. К тому же сюда отлично подходит этот мем, когда все за одного, видя Бакуга, вспоминают второго обладателя одного за всех. Теперь же получается, Бакуга будет противостоять все за одного, у которого осталось довольно мало времени, прежде чем он исчезнет, а значит у Кацуки есть все шансы прикончить его, если, конечно, прижатый к стене антагонист не ультанет от безысходности. Надеюсь, Бакуга выживет, а то он только вернулся. И получается, 47% людей, принявших участие в предыдущем опросе, были правы, но из-за влияния самого Бакуга оказывается верным также и второй вариант, набравший 10% голосов. Если ты хочешь также поучаствовать в таких опросах, тогда сразу после публикации этого ролика залетай в сообщество Ютуба и участвуй в новом опросе. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball.